Что категорически нельзя делать 28 июня в день Святого Фита? Также какой народный праздник в этот день и также что можно и нельзя делать, чтобы не привлечь беды и неприятности в свою жизнь. Далее все более подробно. 28 июня христиане чтят день памяти святого пророка Амоса. Святой был рожден в 783 году, еще до Рождества Христова. Амос искал и разоблачал грешников, после же призывал их к раскаянию и исповеди Божьей. За свои знания, веру и борьбу с грешниками был награжден даром предсказания и мог предвидеть любое бедствие. Но время спустя был убит за свое вероисповедание. Также в некоторых регионах христиане отмечали День памяти мучеников Модеса, Вита и Кристентии. Святые в свое время были пойманы за веру и истерзаны. В связи с этими праздниками и пошли названия День Святого Фита, Вит, Фит, Модест или Амос. Святого Виту называли в народе Фитом. Ему в этот прекрасный день молились за свое здоровье, на избавление от всех болезней и просили Вита, чтобы здоровье не подводило в ближайший год. Святому Модесу, в свою очередь, молились за свой скот, просили сил и энергии, а также просили уберечь их от лиха и бедствий. Святой Модес известен был как покровитель скота. Об этом свидетельствуют иконы и летописи, на которых святой вспоминается и изображен с другими покровителями – Лавром, Флором и Власием. В то время эти имена часто вспоминают в определенных ритуалах, обрядах, когда просят и молятся за своих зверей, которые были важны для хозяев. Исходя из народных примет, говорили, что на праздник 28 июня отлично растет овес. Погода этому только помогала, но в то же время скот будто сходил с ума и рвался на поле, как бык на красный цвет. Народ целый день охранял поля и луга, дабы скот не пробрался и не съел всю сладкую и сочную зелень. И, конечно же, дети в этом им очень помогали. Они подменяли родных на обед, убирали дома, носили воду с водоемов и колодцев. Слаженная работа была одним из ключевых факторов, который очень сильно помогал нашим предкам в решении многих задач. А тот скот, который съест много зерна сегодня, заболеет или уйдет из жизни в ближайшее время. В народе была даже поговорка на такие случаи: «Набил скот брюхо, в хлеву упадет, да и на ноги не встанет». Именно этот день, когда еще можно было сеять пшеницу. После этого дня это делать было уже запрещено. Старцы говорили, кто сеет после Амоса, у того пшеница не прорастает. Дождь сегодня также сулил, что будет неурожай хлеба. Комары летали повсюду, и это говорило о том, что явно будет неприятная погода с дождем. Также комары предвещали отличный урожай на ягоды, а мошки на грибы. Так же, как и комары, беспокойно себя вели коты, собаки и прочие насекомые. Они хорошо чувствовали ненастье и спешили сообщить об этом всем окружающим. Кузнечики громко стрекотали, собаки лаяли, коты бегали кругами и шипели на все и на всех. Муравьи даже выбегали из муравейников в неизвестном направлении, лишь бы спастись. Туманы над водоемами были к осадкам на ближайшие даже несколько дней, как и густые облака, которые терлись друг от друга. Согласно поверьям, в сегодняшний праздник был строгий запрет на купание в водоемах. Принято было считать, что именно в этот день нечистая сила и мифические существа нагло пытались всячески навредить людям.
устроить какую-то подставу, лишь бы удовлетворить свои какие-то амбиции и посмеяться. И в воде им это сделать было проще всего. Они были в таких местах уязвимы, и их очень плохо было видно. Запрещено было в этот день также ссориться, кричать, выражаться жестоко и ругаться, особенно с пожилыми и близкими вам людьми. Такое неуважение не останется безнаказанным, и, согласно народной примере, вас настигнет череда неудач. Во избежание этого хорошенько подумайте, прежде чем отвечать. Действуйте и мыслите всегда с холодной головой. Не стоит резко реагировать и на иные действия и высказывания. Хорошенько разберитесь в ситуации и поговорите с собеседником. Возможно, он не желал вам плохого, и вы друг друга просто недопонимали. Данный день совершенно не подходит для проведения определенных гаданий. Предки даже говорили, что такими действиями можно и вовсе изменить свою судьбу в худшую сторону. Все потому, что от судьбы не убежать и сильно много знать тоже не стоит. Девушкам вообще лучше было не баловаться таким, а гаданием на женихов сегодня могло привести к его отсутствию ближайшего времени. Также постарайтесь расслабиться в этот день и уделить внимание себе, и это придаст вам сил на протяжении данной рабочей недели. В те времена была разрешена только самая необходимая и нужная работа, без которой нельзя было обойтись. Остальная же работа могла принести вам серьезные неприятности и разрушить все ваши планы в один миг. Поэтому договоритесь в этот день о прогулке с друзьями, отдохните в день и проведите его с удовольствием, как бы вы этого хотели. Забудьте за ваши заботы и хлопоты, отпустите это и просто отдохните душой и телом. При любой просьбе ваших знакомых, друзей или родственников стоит помочь, не отказывайтесь. 28 июня нельзя было быть и равнодушным. В противном случае потеряете свой близкий круг общения, либо и вовсе можете остаться без тех благ, которыми пожадничали. Нашим советом будет пойти в ближайшую церковь или храм и подать милостыню тем, кто действительно в этом нуждается больше всего. Люди, которые занимались изучением неба, считали, что в этот день сбывалось большинство снов и могла проявляться затаившаяся ваша интуиция. Также в этот день лечиться рекомендовалось через настойки и травы, которые дарила нам весна и лето. А также можно сегодня очищать организм через воду, которую заряжало серебро и солнышко. Вы знаете, те, кто родились 28 июня, сопутствует отличное здоровье, счастье и удача. Эти люди могут многого добиться в своей жизни. Именинники сегодня, 28 июня, Август, Григорий, Ефрем, Касьян, Лазарь, Модест и Федор. Также можете вы в этот день, 28 июня, обратиться к великомученикам и попросить у них здоровья для своей скотины. С их поддержкой животные проживут долгую здоровую жизнь. Надо навестить своих и престарелых родственников, побольше уделите внимания деткам. И любая помощь тем, кто в ней нуждается, сегодня будет особенно ценна. И, конечно же, если день будет использован для уборки, сделайте сегодня то, что давно хотели. Переберите вещи и вымойте окна. Мужчины в этот день могут заняться каким-то мелким ремонтом. Хорошо можно поработать на даче или в огороде. Труд в этот день именно очень даже и приветствуется. А еще 28 июня хорошо подходит день для сбора лекарственных растений, которые лучше начинать собирать с самого раннего утра. Растения, собранные в этот день, имеют большую целебную силу. Настойки и отвары из собранной травы можно готовить как для людей, так и для животных.
Женщины в этот день проводили генеральную уборку в доме, стирали, зашивали, мыли все уголки, а также белили стены. А вот мужчины все-таки занимались и ремонтом сломанного инвентаря, чисткой хлеба и заготовкой дров на зиму. Хозяева пололи сорняки, жгли мусор и наводили порядок на полях и огородах. Вы знаете, в день Фита, именно 28 июня, девушки начинали прясть и вышивать себе полотенца к свадьбе. Считалось, что рисунок будет красивый, а нитка не станет путаться. К 28 июня начинал активно идти в рост овес, которым кормили крупный скот. Готовили каши, а также муку. На ней замешивали блины, хлеб и вкусное печенье. Только следили, чтобы животные не переели молодой овес, иначе могут серьезно заболеть. По этой причине пастухи внимательно наблюдали за коровами, овцами, гоняя от любимого недозревшего лакомства. Конечно же, знахари в этот день собирали зеленый овес и готовили из него настои, которые использовали для лечения желудочно-кишечных и легочных болезней. Конечно же, хозяйки делали в этот праздник разные угощения: лепешки, постные блинчики, варили компоты и морсы, которые несли пастухам, чтобы те внимательно выполняли свою работу. Конечно же, в этот день были и определенные строгие запреты, которые наши предки старались выполнять. В этот день нельзя было веселиться, так как, согласно народным приметам, сегодняшний день считался несчастливым. Нельзя в этот день было ходить к реке, к лугу или в лес, поскольку в этот день нечистая сила может к себе унести. Также нельзя в этот день выкидывать то, что осталось после завтрака, обеда или ужина. Все это надо раздать животным, и тогда, согласно народной примете, в доме обязательно поселится удача и радость. Также обращаем ваше внимание, что ни в коем случае не нужно проявлять жадность. Попытайтесь заняться в этот день лучше благотворительностью. Нельзя и в этот день рассказывать негативные сны, иначе они могут вскоре исполниться или принесут проблемы рассказчику. Поэтому следует промолчать о плохом сне, и тогда плохие точно не исполнятся. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что именно 28 июня наши предки проводили обряды и ритуалы на увеличение прибыли, а также на удачу в начатом деле. Поэтому, чтобы в семье всегда были деньги, с каждым днем они, ко всему прочему, еще и приумножались, надо было взять горсть пшеницы, горсть овса и горсть монет. Перемешать это все и кинуть их в белую тарелку, которую потом накрыть светлым тонким платком. Глядя на нее, сказать такие слова: «Как зерна не пересчитать, так и мои деньги не подсчитать. Как мои зернышки прорастут, так и мои финансы будут расти, колоситься». Слово, закон, язык. Далее залить тарелку, не снимая платка, водой, в которую добавить столовую ложечку святой воды. Поставить в светлое место, можно и на подоконник, и начать ждать, когда зернышки начнут прорастать. Полученные ростки надо закопать под молодым деревом, а на монеты купить хлеба, который обязательно съесть всей семьей. Вот такой, друзья, у нас с вами день 28 июня по народным приметам и по лунному календарю.